Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Приятного просмотра! Итак, я подготовила очень красивую ткань с изображением детей на свежем воздухе и постаралась раскроить так, чтобы как можно меньше повредить принты. Полосы из этого материала я пришиваю к верхнему и нижнему срезам медальона, как обычно, припуск 7 мм. По моей задумке одеяло должно быть квадратное, поэтому справа и слева я добавляю бордюры. Они будут состоять из простых блоков квадрат в квадрате. Мне нужно сшить 16 блоков по 8 с каждой стороны. Складываю стопкой 16 листочков бумаги и закрепляю сверху образец. При помощи швейной машины переношу линии чертежа на бумажные заготовки. Без нитки и шпульки, просто перфорирую иглой. Вот так это выглядит. Детали подготовлены. Начинаю с центрального элемента шитье по бумаге. Лицом к лицу накладываю на квадрат один из боковых треугольников и стачиваю со стороны бумаги по перфорированной линии. Излишек припуска обрезаю, оставляя 7 мм. Отгибаю треугольник на бумагу и заутюживаю. То же самое с остальными синими треугольничками. На очереди белые детали. И, наконец, крайние синие разного оттенка. Шитье по бумаге позволяет добиться идеального результата. К нижним и верхним блокам добавляю дополнительные треугольники, чтобы образовался прямой угол. А к ним еще и прямоугольники, увеличивающие мои бордюры до нужной длины. Осталось соединить блоки между собой.
Вот что у меня получилось. Можно шить. Пришло время удалить бумажные шаблоны. И отутюжить готовый топ. Для наполнителя я купила тонкий льняной утеплитель с добавлением вискозы. В расправленном виде зашила его в марлю и постирала в 30-градусной воде. В режиме деликатная стирка не предусмотрен отжим, но после дополнительного полоскания я включила и его. А дальше эксперимент. Предыстория. Несколько лет назад я реставрировала старинное ватное одеяло и подумала, странно, края толще, чем середина, вата сбилась, что ли. А недавно под одним моим роликом прочла комментарий, что края наполнителя нужно подгибать. Итак, сторона квадратного топа 131 сантиметр. Линия перегиба между верхом и низом одеяла 123 сантиметра. Лишний уголок я отрезала. А утеплитель с каждой стороны больше на 1 сантиметр, 125 сантиметров. Вот так он перекрывает линию перегиба. Я уголки одеяла отметила цветной ниткой. И удалила все ниточки-ворсинки, чтобы не просвечивали сквозь белый материал. Малярным скотчем фиксирую топ на столе изнанкой вверх и аккуратно раскладываю утеплитель. Временно соединяю оба слоя булавками. Теперь можно сметать. Тут я дала маху. Нужно было использовать цветные нитки. Когда пришло время удалять наметку, я мучительно выискивала белые на белом маленькие стежки. Не делайте так. Ну вот, теперь можно перейти к нижней части одеяла. Я выбрала сатин для постельного белья. Он очень мягкий и приятный на ощупь. Скроила 4 равнобедренных треугольника.
Длинные стороны этих треугольников совмещаю лицом к лицу с топом, серединка к серединке, и скалываю. И еще я отметила центр работы цветной ниткой. Теперь можно шить. Вот такой квадрат у меня получился. Я его сгибаю ровно пополам, параллельно ребрам. Не моим ребрам, а ребрам квадрата. И скалываю по бокам. Уголок у меня отмечен. Осталось стачать. Все лишнее долой. И обратите внимание, по краям утеплитель подогнут вдвое на ширину 1 сантиметр. После выворачивания получается вот такой угол. Затем я плоско разложила топ на столе, расправила квадрат и сколола центр нижней части одеяла там, где сходятся все 4 треугольника. Теперь нужно сшить получившуюся диагональ квадрата, что я и сделала, оставив небольшой незашитый участок. После утюжки швов выворачиваю одеяло. Потайными стежками зашиваю открытый участок.
Вот для чего мне нужна была отметка середины. Совмещаю центры верхней и нижней части одеяла. Теперь можно быть уверенной, что слои размещены правильно. Осталось сколоть все одеяло булавками, начиная от центра. И сметать косыми стежками. Для стежки я выбрала чудесные нитки, вощеные, 100% хлопок. Начинаю с бордюров. Белыми нитками прокладываю строчку по контурам белых квадратов. Синими нитками строчу синие. А голубой строчкой выделяю контуры голубых участков одеяла. Концы ниток завязываю и прячу в толщу наполнителя. Центральную часть одеяла, медальон, я решила выстегать вручную. Белыми нитками по белому фону я, отступив от элементов аппликации примерно миллиметр, прокладываю ручную строчку. Тут нужна сноровка, чтобы стежки получились мелкими и примерно одного размера. Первый стежок самый трудный, он задает направление игле. Затем, проталкивая иглу наперстком, нужно только следить, чтобы не отклоняться от контура аппликации, и дело идет быстрее. На скругленных участках приходится делать один стежок за один раз. Фон аппликации я расчертила квадратиками 2 на 2 сантиметра. По прямым линиям стегать гораздо проще. За один раз, не вынимая иглы из работы, можно сделать и 3, и 4, и даже 5 стежков. Дошив до аппликации, я пропускала нитку под ней и переходила на ближайшую линию стежки. Вот так выглядит промежуточный результат. Как завязать узелок? Я делала 3 оборота ниткой вокруг кончика иглы как можно ближе к ткани. Затем прокалывала ткань, придерживая нить, и старалась провести иглу внутри наполнителя. А дальше выводила наружу и как следует тянула за нитку, чтобы образовавшийся узелок оказался внутри работы. Не всегда получается с первого раза. Начинать шитье новой ниткой проще всего, воткнув иглу в уже имеющийся прокол от стежка. Так узелок легче пройдет внутрь.
На стежке этого участка я останавливаться не буду, здесь все просто. Я не могла решить, как бы простегать голубой материал, окружающий медальон. Сначала я набросала что-то вроде букета из васильков. Если проработать детали, то будет красиво, но не совсем в том стиле, в каком выдержана вся работа. Здесь нужно что-то графичное, какой-то орнамент. Я вырезала из бумаги несложный шаблон в виде василька. Лист бумаги, повторяющий размер вертикальных голубых деталей, разделила на 5 частей. Отметила центральную ось и перенесла контуры шаблона 5 раз. И еще один шаблончик в виде стебля с листьями. Ну вот, контур для стежки готов. Мне нужно 2 таких листа, поэтому я скопировала рисунок известным вам способом. Я разместила рисунки на законное место и приколола булавками. И по контуру проложила строчку непрерывным швом. А на горизонтальные голубые участки я тем же способом перенесла геометрический орнамент из квадратов. Так что если у вас нет текстильного карандаша или водорастворимого материала для переноса рисунка на ткань, обратите внимание на этот способ, можно обойтись обычной бумагой. Для того, чтобы зафиксировать подгибку наполнителя по краям одеяла, я сделала шаблончик и обрисовала его, отступив примерно полсантиметра от края. По намеченным линиям проложила ручную строчку.
И еще 2 шаблона для стежки бордюров. Порядок работы тот же. Обрисовываю, шью вручную по контуру. А вот чудесный принт с детьми заполнять сплошной стежкой моя рука не поднялась. Поэтому я решила, во-первых, простегать его вручную, а во-вторых, оставить сами рисунки нетронутыми. Я зафиксировала булавками каждый мотив, а затем, отступив от рисунка 1 мм, проложила ручную строчку. Вот так это выглядит, и с каждым то же самое. А свободное пространство между изображениями я заполнила стежкой в сеточку, как на медальоне. Последний штрих – прожилки на лепестках васильков. Без них цветочки выглядели незаконченными. Осталось удалить сметочные нитки. Ну и какое же это детское одеяло, если его нельзя стирать? В режиме цветные ткани 30 градусов, отжим 400 оборотов в минуту. Кстати, я думаю, можно и посильнее отжимать. Перед сушкой в расправленном виде я немного растянула одеяло во все стороны. Осталось немного отпарить. Наверное, с изнанки можно сильнее прижимать утюг. К счастью, наполнитель из льна не расплавится, как синтепон. Одеяло получилось 117 на 117 сантиметров, то есть на уработку ушло 6 сантиметров. Двойной слой утеплителя по краям дает наполненность. Я думаю, можно смело подгибать наполнитель на ширину 3 сантиметра, не ошибетесь. Привожу чертеж одеяла, но это скорее ориентир. Нет смысла точно повторять мои размеры. Я исходила из количества материала. Спасибо за просмотр.